Прошлым летом я решила поступить в Амстердамский университет. На тот момент я уже, наверное, год жила в Амстердаме, то есть мы сюда переехали, и я поняла, что нужно брать от жизни все и попробовать поучиться в Европейском университете. Во-первых, я не до конца до сих пор понимаю, могу ли я поступить в магистратуру с моим предыдущим образованием. Во-вторых, мы не были уверены, что мы здесь остаемся, и применять себя долгим обучением мне не хотелось. Поэтому я пошла искать разные опции и наткнулась на Амстердамский университет, на их Summer School. Сразу скажу, это видео не совсем про конкретный университет, программу, про систему образования. Это видео про мои ощущения как человека, который никогда не учился на английском языке. УВА — это Амстердамский университет, и у них есть Summer School. Они предлагают разные курсы. У меня был курс Building Brands, дословно построение брендов. И в этой летней школе учатся люди совершенно из разных стран. Я понимала, что мне нужно будет поднимать свой уровень английского до академического, потому что когда я заполняла анкету, у меня там спросили мой уровень английского. Был ли у меня академический уровень? Нет. Но я решила, что я смелая, умная, у меня все получится, и вообще, что я за полгода успею потянуть свой английский. Спойлер, за 2 недели до того, как начался курс, я серьезно озадачилась этим вопросом. У нас очень классный директор нашей программы. Он очень энергичный, мне понравилось его выступление, и я жду, что нас ждет на учебе. В этом курсе каждый день у нас было по 2 занятия. Это были лекции либо с преподавателем, который нас вел постоянно, это Роджер, либо с приглашенными гостями. И помимо лекций у нас были групповые задания. Например, нам нужно было проанализировать какой-то бренд и презентовать это, пройтись по магазинам, брендам в Амстердаме и тоже рассказать о своих впечатлениях. Первые дни у меня вообще не было сил ни на что, потому что, здесь в видео будет кусочек моего первого нервного срыва. Спустя 5 часов лекций у меня мозг просто выключился. Я перестала понимать вообще любую информацию. Я пришла домой, у меня уже было огромное напряжение, и когда я, видимо, попала в комфортную домашнюю обстановку, из меня просто потекли ручьем слезы. Молодец. Это мега сложный уровень. На учебу я добиралась на метро или на велике буквально 5-10 минут. Первое, что меня зацепило, это парковка. В Амстердаме это нормально, то есть здесь куча велосипедов, это основной транспорт для большинства людей, и поэтому здесь большие парковки в офисных зданиях, в университетах. Ты заезжаешь, выставляешь там свой велосипед и идешь на учебу. Само здание современное, продуманное, очень комфортное. Я себя чувствую немножко деревней, потому что меня удивляла каждая деталь. Мне все так сильно нравилось. Я училась в Воронежском университете на журфаке. Там было очень мало света. Более того, в лекционной аудитории в основной у нас протекал потолок и стояли ведра. То есть такой у меня бэкграунд. А здесь все так приятно. Ты прям приходишь, и тебе классно учиться. У тебя есть пространство, где посидеть с одногруппниками, подготовиться к проекту. А у тебя есть пространство, где отдохнуть. Хорошее студенческое кафе, повсюду разные кафешки, кофейни. Просто приятно выйти и посидеть у канала, посмотреть, как там проплывают лодочки, уточки. Прям я сейчас прохожу иногда мимо этого здания и думаю, классно, я бы хотела поучиться здесь дольше. Снимаю вам первый обед. Это брито. Кофе. Его нужно наливать, кстати, в свои стаканчики. Какая-то водичка и печенька. У нас были разные кухни. Я не скажу, что был прям огромный выбор, но еда была хорошая. Нам давали ваучеры на обед. Этого было более чем достаточно, чтобы хорошо пообедать и даже взять что-то с собой, какую-нибудь вкусняшку. Что самое классное, когда тепло, можно выходить на канал и посидеть там, пообедать с классным видом.
И вот мы начинаем работу над совместным проектом с моими одногруппниками. Мне было сложно. Когда у нас была вот эта первая встреча, это первое обсуждение, мне уже было тяжело после пар, то есть я уже начала немножко отключаться. В начале дня я еще понимаю, а к концу у меня в голове вот рисует обезьянка. И я язык вообще не понимаю просто. Вот нам сейчас нужно будет обсуждать проект вместе в группе. А я понимаю, что вот даже просто какую-то обычную речь, вот ребята обсуждают что-то повседневное, я не понимаю. Я не понимаю, что они говорят вообще. Я себя чувствовала не в своей тарелке. Я себя чувствовала очень одиноко, мне было, опять же, грустно. Морально тяжело, когда ты понимаешь тему. У меня есть опыт в маркетинге, мне есть что сказать, мне хочется что-то сказать свое мнение, но я не могу. Я не могу так выразиться, как бы мне хотелось, то есть я достаточно односложно говорю. Я понимаю не все, особенно в первое время. То есть, спойлер, потом стало лучше, то есть к последней неделе мне стало гораздо проще. Но первые дни это было невыносимо. И вот в момент моего полного отчаяния я пообщалась с девочкой из Китая. Она пригласила нас к себе попробовать торт с матчей. Я осталась с ней чуть поговорить, потому что она занимается блогингом, и мне в целом было интересно узнать про нее, про ее опыт. И я немножко выдохнула. Я удивилась, что у меня получилось пообщаться, у меня получилось долго с ней разговаривать, я могла высказать какие-то свои мысли. Hey guys, my name is Yi. 大家好。 Привет. 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 Because I know that you don't have the Yeah. sound R. Yeah. I don't know how to do that. Привет. Привет. Yeah. How about say thank you? Thank you. Спасибо. Спасибо. This one is much easier. Yeah. Спасибо. 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 Yeah. Yeah, спасибо. Oh, I learned it. Much easier in Chinese. 谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。 Первый проект для меня прошел не очень удачно, то есть у меня не получилось в нем прям активно участвовать. И ко второму проекту это когда нам уже нужно было готовить презентацию продукта для Marisstella Maris, мне стало полегче, я стала больше понимать, я поняла, что я могу взять на себя, чем я могу быть полезна в этом проекте. Я начала потихонечку включаться в эту англоговорящую жизнь. У меня сейчас на обсуждении получается хотя бы разговаривать, и я могу свои какие-то идеи донести. Да, не так, как мне бы хотелось, то есть мне бы хотелось сильно больше. Но это всего лишь 3 недели обучения. Конечно, за 3 недели тяжело и включиться, и научиться понимать. Но самое главное, я начала привыкать, и мне начало нравиться здесь учиться. Нет, мне это изначально нравилось, просто было дико страшно. Каждый день очень страшно было приходить. В один день мы ходили по Амстердаму по разным магазинчикам, по брендам, посмотреть, как у них все выглядит. Мы сходили в Tony's Chocolate. Это местный бренд шоколада, который мы очень любим. И у них есть такое небольшое пространство, где можно зайти посмотреть на их продукцию, а еще можно сделать свою собственную шоколадку, выбрать дизайн упаковки, что будет внутри. И это было необычно, потому что я хожу по Амстердаму как человек, живущий здесь. Не сильно-то подмечаю что-то, а здесь у нас было именно задание походить по магазинам и посмотреть какие-то особенности, как себя позиционирует бренд, как выглядит его пространство. Немного про бренд Marisstella Maris, для которого мы готовили финальный проект. Это местный бренд. У них в основе лежит идея, что каждый человек должен иметь доступ к чистой воде. И начинали они как бренд воды, а потом начали делать уходовую косметику для тела. Нам нужно было придумать для них продукт, который они могли бы запустить. Мы решили, что это будет спрей для волос с солью. То есть мы тоже завязались на воде, на море в том числе. Такая неочевидная для меня почему-то вещь, но голландцы действительно пропитаны этой идеей моря, свободы, воздуха, морского бриза, потому что они живут как бы у моря, у северного. Я на себя взяла часть про Амстердам, про Нидерланды, то есть поизучать, как оно здесь правда происходит, как люди относятся к морю, к воде.
Как я и сказала ранее, к концу, к третьей неделе, то есть когда мы уже плотно готовились к проекту, когда мы выступали, мне было гораздо проще. Я уже понимала лекции, я уже могла нормально разговаривать. Конечно, я сейчас понимаю, что первые недели мои слезы, это все было от того, что у меня не было такого опыта. То есть я впервые с этим столкнулась, и моей голове нужно было привыкнуть. Еще как-то проще стало с одногруппниками общаться, то есть я поняла, что они такие же люди, хоть они из другой страны, но нам есть о чем поговорить. И вообще прикольно, что ты можешь обменяться опытом, рассказать, как у вас, послушать, как у них. Например, я сводила нашу девочку из Китая на блины. У нас есть заведение, в котором делают русские блины, в том числе блины с икрой. Она сказала, что ей понравилось. Но мы не можем быть в этом уверены, потому что я знаю, что для иностранцев блины с икрой — это достаточно специфичный продукт. It's good. I never tried the Saudi one. It's really popular in Yeah. Russia. So pretty. И вот настал день финального проекта, финального задания. Знаете, это было и волнительно, и в то же время я уже так подуспокоилась к третьей неделе. Мы словили такой легкий летний вайб. Просто было комфортно и, я бы сказала, весело. Потому что мы уже находились в нашей обстановке. Это мои одногруппники, с которыми мы 3 недели провели вместе. Это наш преподаватель. Нам было просто классно. Мы представили свой проект, рассказали про свой продукт. There might be a little bit disconnect with the original story, the very core of the brand, the water story. We kept returning to one idea, water, not just as a part of brand's DNA, but as a part of something deeply Dutch. To use them as a radiator to attract a not so explored target audience. I'm talking about men. It's easy, it's convenient, it provides you a sense of freedom. Also, we are claiming the category because you can work in this market and do this big brand association. Собственно, представитель Мариста Ламарис должен был выбрать победивший проект, то есть продукт, который они действительно хотели бы запустить. И это был не наш продукт, к сожалению. К сожалению, еще потому, что они обещали победителю дать сертификаты на их продукцию. И я уже думала, как классно я закуплюсь их гелями для душа. Ну ладно. The angle of sort of leveraging the water story that belongs to the heritage of a Dutch brand a lot more, especially when you think about international expansion. What do people think about when they think of the Netherlands? Hopefully this beautiful story and not some other, I don't know, drug-related and prostitute-related type story. So that was a really great insight and really a great other way of looking at water beside our foundation story. А после такой официальной части у нас был еще небольшой личный проект. Нужно было подготовить презентацию про себя, используя знания курса, то есть, да, чтобы как бы представить себя как бренд. And my mom loves saving memories through photo and video, and I think I got that from her. So now I really enjoy making content. I'll show you. I didn't know you had a YouTube channel. Yeah, it's an intro from some of my videos. Oh, nice. Как я люблю Амстердам за это. Did you understand that? Of course, I've been Russian, so I said how I love Amsterdam for that. Oh. In terms of delivery and personal branding, I think what you've done so well here is to let the images speak for you. I'm very verbal, but in the end, images and sounds, they actually speak more to me than words do, right? So the whole idea of somebody saying, I've seen the world through your eyes, right? That means that you're striking a nerve there. And it looks like you've sort of found your voice, you found your niche, there's something there, and that works really, really well. Thank you so much. Very cool. И это задание оказалось самым классным, потому что оно было жизненным, оно было просто про тебя, как про человека, и многие ребята просто рассказывали какую-нибудь свою историю жизни, что-то из детства, что-то, что их чему-то научило, сформировало их как личность. И это было так уютно.
Это уникальнейший экспириенс. Ты находишься в другой стране, и ты, первое, узнаешь новую систему образования, совершенно другой подход, а второе, ты имеешь возможность общаться с абсолютно разными людьми, с разных частей света, и это очень круто. И еще круто, когда вы находите коннект. Вы люди с совершенно разной культурой, но вы находите за что зацепиться друг в друге. Я не знаю, может быть, дело было именно в летнем курсе, то есть это было для нас буквально как детский лагерь. Мне было очень тепло. То есть я чувствовала вот эту атмосферу, когда тебе все рады здесь оказаться, все рады узнать что-то новое, общаться друг с другом. К тебе относятся очень по-доброму, по-человечески. И главное, я бы уже не стала так бояться, так переживать, и постаралась бы гораздо больше взять для себя из этой программы, от этих людей. Просто, знаете, у меня еще этот возраст подходит, мне уже много лет скоро будет. И я понимаю, что я больше не испытаю вот таких же эмоций, что я уже не буду такой маленькой девочкой, которая только поступила на первый курс. Учиться — это классно. Я всегда понимала, что образование, может быть, не всегда дает те знания, прям такую строгую теоретическую базу, но оно дает тебе опыт, оно дает тебе людей, оно дает тебе преподавателей, у которых огромный мир внутри, и ты изучаешь не столько предмет, а сколько людей и их мир. И вот это самое ценное. Если вы тоже хотели поступать в англоязычный университет, и вас, как и меня, очень сильно пугает язык и совершенно новая обстановка, то банально не бойтесь. И идите в это очень классный опыт. И все страхи со временем испаряются. Просто нужно прочувствовать это на себе, нужно через это пройти. И буквально через 3 недели, как у меня, становится гораздо легче. Если это видео будет смотреть кто-то из ребят, кто со мной учился, у меня тут будут субтитры на английском, наверное. Я очень рада, что мы с вами познакомились. Если вы будете здесь, в Амстердаме, когда-нибудь обязательно мне пишите.